Всем привет, с вами Two Souls, и сегодня мы приехали на эту жуткую заброшку снимать новый челлендж. Моей задачей будет найти все 10 записок, которые разбросаны по всей заброшке. Если я найду все записки, значит челлендж я выполню. Не надо, пожалуйста. У меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Шаги. Ой, вы все в тачке? Ты реально здесь не один. На заброшке была кое-какая легенда. Все, что мы знали, это то, что это была когда-то школа или заведение для женщин. Мы вычитали в интернете, там их мучили, даже были некоторые смерти. Исходя из этого, были ли там призраки, не были, но вот этот момент с женщинами меня напрягал, но я старался о нем не думать. Больше всего напрягали люди, которые могли приехать, зайти вдруг с заднего входа, потому что пацаны, они были далеко от меня, и они следили за центральным входом и то, что происходит спереди. А сзади заброшки, если бы кто-то зашел, они бы вряд ли увидели. А выходов и входов на этой заброшке было очень много. Ты не знаешь, кто может зайти. Либо обычный человек, который хочет посмотреть заброшку, либо, не дай бог, какие-то другие люди, которые могут быть поопаснее. Так, все, мы подходим, мы заходим. Ну, поехали. Приветствую тебя, заблудшая душа. Это очень опасное и жуткое страшное место. Если ты это читаешь, значит тебе предстоит пройти Слендермен Челлендж. В этом месте ходят до дрожи криповые легенды, а в стенах этой заброшки обитает нечто, что пугает всех, кто осмелится войти сюда. Твое задание найти этой ночью 10 записок и каждую из них прочитать вслух. На каждой записке есть свой уникальный номер, чтобы было удобно понять, когда все записки собраны. Записки могут быть где угодно. Они расклеены по всем этажам заброшки. Важно, записки это А4 лист белого цвета. Печатный текст приклеенный скотчем. Давай я расскажу тебе правила, пока ты в состоянии еще читать этот текст. Тебе нельзя бегать, передвигаться по заброшке необходимо спокойным шагом. Прочитать текст на записке вслух обязательно. Если стало невыносимо страшно, разрешается сделать короткую паузу. Челлендж считается выполненным после обнаружения всех 10 записок. Желаю удачи. ПС, этот листок не считается за записку. Погнали? Я думаю, мы пойдем по первому этажу, второму, третьему и в другой корпус. Мне сказали, что в катакомбы заходить нельзя. Я не помню, где тут катакомбы, куда можно. Мне кажется, я вообще неправильно пошел, да? Это катакомбы. Не, это скорее всего катакомбы, сюда не надо идти. Я весь дрожу, просто Записка? Нет, не записка. Добрый вечер. Здесь кто-нибудь есть? Единственное, чем я могу сейчас поддерживать свой дух, это быть на позитиве. Извините, ой, чуть не упал. Потому что если я сейчас перестану говорить с камерой, буду не на позитиве, можно и обосраться, в принципе. В общем, на первом этаже я никаких записок сейчас не вижу. На первом этаже записок не оказалось, я сразу же пошел на второй этаж. Было много дырок в полу, и не хотелось провалиться. И мне еще друзья, когда они клеили все эти записки, говорили: следи, смотри под ноги, но я под ноги не смотрел, я просто хотел побыстрее найти все эти записки и завершить ролик, так сказать, потому что было очень страшно. Эта лестница, конечно, выглядит очень надежно. Оп, оп, оп. Знаете, что мне не нравится? То, что я еще ни одну записку не нашел. Что-то осыпалось. Если тут 10 записок, я уже на втором этаже, и я еще ни одну не нашел. Это норм вообще? Тут вообще есть записки? Давай сюда. Ой. Вот видите, какие тут дырки? Если туда упасть, это будет не очень хорошо. Вот где я сейчас? Такой большой зал. О! Первое есть. Там на каждой записке был заложен какой-то смысл, то есть некий придумал целую историю, что на этой заброшке якобы живет какая-то девочка, которая следит за мной, которая пугает и так далее. И я вообще не вникал в этот весь смысл, потому что, опять же, я хотел найти побыстрее все эти записки и уйти оттуда. Ты нашел меня, это хорошо. Возможно, рядом со мной в соседней комнате что-то есть, а возможно нет. И помни, ты здесь не один. Да, больше. Одна есть, осталось еще 9.
Так, мне только что по связи, если вы не знали, я на связи с друзьями, но они далеко, потому что, сами понимаете, такой контент, и ехать сюда без, так сказать, помощи и охраны, это очень глупо. Да, мне сказали то, что записки отрывать, оказывается, не надо, поэтому мы этим заниматься не будем, будем их оставлять. Ну, в общем-то, все равно одна есть. Для меня это действительно челлендж. Мы привыкли с Некитом все снимать вдвоем, вместе, а вот сейчас, как вы видели, на прошлой неделе выходил лес, где Некит страдал. Ну и сегодня день, когда я страдаю. Вы можете написать в комментариях, что страшнее: оставаться одному привязанным в лесу, либо ходить по заброшке и собирать записки. Тут же, кстати, еще что-то есть. Наверное, тут. О, да, есть вторая. Я знаю, ты боишься меня читать, возможно, ты держишься и не подаешь виду. Я наблюдаю за тобой, тьма тебя поглотит. Да и пошел ты. А может как-то их отмечать хотя бы хоть чуть-чуть? Давай я хотя бы вот так вот буду. Вот так. Не срывать полностью, пусть они так будут болтаться. Все, пошли на третий. Очень сложно что-то вам сказать такого отдельного, потому что ты сосредоточен и... О, третья записка. Я хотела прикоснуться к тебе в коридоре, но ты прошел мимо меня. Мне очень одиноко здесь. Ну тогда приходи. Не, вообще не надо приходить. Можно по приколу, по старой доброй методике, кто смотрел исследования. Здесь кто-нибудь есть? Если кто-нибудь здесь есть, дайте знак. Не, вообще не надо. Не, все, я пошел. Вообще, посмотрите, какие развалины. Тут очень небезопасно. Тут, короче, пол, он гнутый. Что это за звуки? Ладно. Что за ветерок какой-то дует? Я тут был, я вообще уже забыл. Куда я ходил, куда я не ходил. А, нет, тут я не был. О, на окне записка 4, отлично. Я скоро тебе покажусь, ты готов к этому? Нет. Не, ну пока что вроде двигаемся уверенно. Так, тут я не был. Тут я не был. Опа-на! 5. Испугался? Думаешь, это конец? Нет, это не конец, и я не испугался. Так, ну уже 5. Окей. Шаги? Нет, показалось. Окей. Так. Я просто помню то, что еще на 2 этаже была башня какая-то. Башня у нас там, где актовый зал. А актовый зал у нас прямо. Следующий корпус, он маленький. И там, скорее всего, маленькое количество записок. И, скорее всего, все записки, в основном, они в этом корпусе. Да, вот башня, я же там не был. Тут еще есть левый корпус. Левый корпус это там. Ребята решили не прикреплять записки, потому что там опасно. Но тут я ничего не вижу. А, ну подожди, тут еще одна комната есть. Пожалуйста, пусть будет тут 6 записка. А, ну вот. Если ты меня нашел, значит ты научился контролировать свой страх. А это значит, я начинаю за тобой охоту. Удачи. Ну, удачи это я сказал, что там не написано удачи. Когда я вышел из этой башни, где оказалась записка, я услышал звук как будто шагов, как будто я подумал, сейчас кто-то на меня идет. У меня тогда дикие мурашки по телу пробежали. Пауза. На крыше по всей заброшке было такое белое полотно накрытое, и оно издавало очень странные звуки. Я сразу включил мозги и понял то, что это просто было вот это вот полотно, которое издало такую иллюзию, так сказать, этих шагов. Наступило время идти в правый блок, оттуда как будто шла какая-то негативная энергетика, и туда не хотелось идти. С каждой минутой усиливалось чувство, что как будто ты реально здесь не один. Мне потом парни об этом рассказали, когда я вернулся. То, что когда они для меня приклеивали все записки, там нужно было сделать еще просто подсъем для ролика. Получается, когда Некит делал один из подсъемов, у камеры стоит автофокус на лицо. На экранчике показывается такой квадратик. И когда Некит делал подсъемы, получается, камера зафиксировала какое-то лицо, а в кадре никого нет. Очень странно, что камера там такое увидела. Неужели это реально было какое-то лицо? И неужели во втором блоке все-таки что-то есть? Я знал то, что Некит, возможно, что-то приготовил, но не знал до конца. Так, ну 2 корпус, привет. Сейчас самое главное в моих интересах побыстрее отсюда уйти. О, 7-я, да? Да. Мать.
Ах ты козел. Ну это умно, я обосрался. Эта ночь для тебя будет длинная. Все твои детские страхи настигнут, только от тебя зависит, справишься ты с ними или нет. 7 есть, осталось всего 3, как-то я очень быстро справляюсь. Я думал, я намного дольше все это буду делать. Умирать бы не хотелось, конечно. Хотелось, конечно. Когда я шел по коридору второго блока, там была, на мой взгляд, самая жесткая записка. Тут завалено. Но на самом деле... О, 8-я записка. Мне дико страшно. Беги отсюда, беги отсюда, беги отсюда, беги. Но я не могу. Мне еще надо найти 2 записки. Что за басы? Где-то музыка играет, кто-то где-то что-то тусит. Сегодня суббота, как-никак. Мне всего-то 2 записки остались. Вот что это вообще? Нормальная разруха, да? Так, ну, уже вообще мне напряжненько становится, честно. Главное, не запутаться, куда я иду. Ой, б... Что это было? Фу, как я обосрался. Где-то камушек, короче, упал. Как будто кто-то ходит или еще что-то. Ну все, я уже нагоняю. Я потихонечку весь позитив теряю. Так, оттуда я пришел. Ну все, 2 записки, значит они внизу. Идем вниз. Когда я спустился вниз, я нашел еще одну записку, которая была вот на 2-м месте по самому страшному. Пожалуйста, пусть они кажутся внизу, я умоляю. Есть. Ты найдешь похожую черствую белую бумажку, если обратишь внимание свое выше. Там сейчас какая-то хуйня, да? Не-не-не, сейчас отойду. Что там? Там что-то есть? Тут что-то есть, по-любому. Он не просто так написал выше. После этого я, когда ходил по 1-му этажу, я постоянно смотрел наверх, потому что думал, ну что же там наверху. Ну зачем он это написал? Если он говорит, надо обратить свое внимание наверх, значит, может, она наверху где-нибудь прикреплена. Но это очень странно, это лестница нужна. А лестницы у нас нет. Фух, пожалуйста, где последняя записка? Фух, все, я уже не могу. Я реально не могу. Это был самый настоящий шок. У меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Когда я захожу в очередную комнату, я думал, призраки, люди, кто это? Я напрягся в этот момент и... Так, как же мне страшно. Птица! Привет. Да, это оказалась птица. Ну, слава богу, что птица, а не летучая мышь. Я обосрался. Ты, дочь, какого здесь летаешь? Это выход, но мне туда нельзя еще. Нужно найти 10-ю записку. Блин, опять эта птица, ну иди отсюда. На ты тут летаешь? У меня уже рука дрожит, я не могу. Есть! Все, ребят, мне дальше... Еще одна пасхалка. Еще один призрак. Если ты услышишь звук шагов за твоей спиной, знай это я. Не надо, пожалуйста. В этот момент мне почему-то показалось то, что либо кто-то из ребят выбежит, либо, не знаю, какой-нибудь актер или еще что-то, но что-то случится. Вот под конец, чтобы нагнать жести. Пацаны? Алло. Вы все в тачке? Вы не будете меня пугать сейчас? Позови всех. А стакан где? Я связался с пацанами, я говорю, вы все на месте? Один ответил, второй ответил, Никит не отвечает. Я такой, ну все, он сейчас выбежит, меня испугает, и я прямо на месте отключусь. Ну алло, пацаны, ну позовите его. Никит, иди на... Фу, я испугался. Ну что ж, могу сказать, что это успех. Слава богу, я все нашел. И это произошло довольно быстро. Я их всех нашел за, не знаю сколько, за час, за полчаса. Все, я хочу быстрее выйти отсюда. Фу. Это было очень страшно. У меня нет слов. Я это запомню на всю жизнь. Я справился.